И всем доброго времени суток. Это третья часть путешествия по миру порталов. И предлагаю не медлить и всем приятного просмотра. После того, как мы поднялись на лифте, мы заходим в загрузку и начинаем главу «Побег». Как только мы вышли, везде вырубили свет, но Синий предложил опасную идею. Так, хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Пройдя дальше, мы прыгаем вниз, чтобы подняться. Поднявшись, мы идем на рабочий конвейер. Это и не удивительно, ведь наша цель пройти на фабрику. Наконец мы видим свет. Затем уже Синий обосрался. Присматривать за вонючими людишками. О, извини, я не имел это в виду. Нам говорят найти выход из комнаты. Но за час в игре я уже обуздал механику и могу делать все быстрее. Пройдя дальше, мы потихоньку спускаемся вниз. Надо было идти дальше, но я хотел найти потайные проходы. Но, к сожалению, не нашел и пришлось идти дальше. Опять в загрузку. Выйдя из загрузки, мы видим рабочие конвейеры. Спрыгнув на один из них, нам говорят, что это не аттракцион. Но мне так-то похуй, что это. Затем я увидел турель на конвейере и взял ее с собой. Она была единственная добрая турель, но, к сожалению, ее нельзя было пронести дальше. Затем очень сложная часть, где нужно пройти через портал, когда будет дефектная турель. Это, разумеется, я сделал успешно. И вуаля! Мы попадаем на фабрику, где уже проверяем турель на дефекты. Встретив Синего, он показывает сканер турели, после чего он опять просит отвернуться. Но через порталы я увидел, что он хотел сделать. Он просто разбил ебалом стекло. Готово, открыто. После я попробовал встать сам на ее место. Но результат это не дало, кроме ачивки. Что там происходит? Поэтому я решил поймать бракованную турель и поставить ее уже на то место. Как и вышло, все работает. После чего Синий открывает дверь, сказав, что потребуется на зум минут 10. Но она сразу же открылась. Мне, конечно, было интересно, что он будет делать. Но ничего он так и не сделал. Далее мы видим артефакты, что делают дети на работе. И на одном из них я увидел главное имя героини, а именно Чел. Она когда-то вырастила в этой лаборатории росток, который спустя множество лет стал огромным. Это все, что я узнал. И снова идем в загрузку. Нашли генератор нейротоксина, который надо было успешно задефать. Но я поехал в камеру управляющего. И так как я увидел в начале панели белого цвета, и как раз рядом был лазер, то я сразу понял, что надо резать нейротоксин. Обрезав трубы, целый бак упал вниз. После чего мы должны идти к ней. Но мне было интересно, сколько протянет Синий. Как итог, он держится, пока мы не зайдем в комнату. Но я увидел такие детали, что в трубу залетают бесконечные конфетти. Я думаю, те, кто смотрели прошлую часть, помнят, что последний мешок тех самых конфетти у нашей любимой Глэдис. Получается, в очередной раз она нас наебала. Зайдя к Синему, опять попадаем в загрузку. После загрузки мы едем по трубе прямо к ней. Разумеется, все хорошо, поэтому Синий решил свернуть от нас. И опять загрузка. Пройдя по лестнице, я увидел только одну белую панель, и, разумеется, больше не было выбора, куда деться. Ну и как же без очередных оскорблений? Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. После чего нам кидают турели, которые мы до этого предварительно испортили. Но они просто взорвались, потрескав стекло. Затем нам дают нейротоксин, из которого вылазит Синий. Привет! Нам стоит заменить модули, но требуется согласие от 2 модулей. Поэтому мы идем нажимать на кнопку в безвыходных ситуациях. После таких действий мы слушаем музыку от Глэдис. Нет, хватит. Нет, нет, нет. Насладившись ей, Синий радуется, что все контролирует. Зайдя в лифт, Синий опять радуется, что все контролирует. Ну что вы, так круто! Слушай, теперь я обалденно умный.
Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. И то, что он поумнел наконец. Проехав чуть выше, он начал угорать как злодей. И разумеется, выше нас отпускать никто не планировал. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Затем Глэдис решила чутка попиздеть. Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. После ее выходки Глэдис поместили в картошку, после чего она начала опять унижать Синего. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, нет, ты врешь, ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? После чего мы летим в яму, чутка послушав Глэдис. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся и даже с пугающей быстротой. Но мы ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. После ее беседы мы падаем об доски, и снова загрузка. Ну и разумеется, так как дальше начинается новая глава, то видео стоит закончить. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Мне будет безумно приятно, ведь моя цель добить 2000 подписчиков до лета. И буду очень рад, если вы мне поможете с этой целью. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, заходите в мою группу в Дискорде и заходите в мою группу в ВК. И всем пока! Я рисую эти числа, будто бы я Бэнкси. Твои мувы фейковые, будто это рестлинг. Доллары, юани, фунты, франки, евро, песо. Со мной плохая сука, но я зову ее Бести.